бегут мчатся безостановочно. Причем бегут спинами, чтобы не отхватить флешек. Сейчас им с центра будут накидывать. Влетают СНГшники, сразу же голова шот Раптора. Еще один минус от Серга. И 3 в 5 уже. Вот они, белорусы, давите, тащите. Давайте. Еще один головашот от Сплита. Но вот это уже Russian. Стиглы по-другому не скажешь. 4-й головашот и 5-й. И команда ТП Спортс выходит в плей-офф. Вот это да. Вот это да. Дневник неталантливого регуляра. Так называется блог игрока, о котором пойдет речь сегодня. В покерной истории есть множество примеров, когда таланты вспыхивали, а затем угасали, так и не успев полностью раскрыться. Фархелли же, напротив, прошел весь путь от низов и до самой вершины прямо на наших глазах. Но как мог один из лучших игроков всех времен не иметь таланта? Этот вопрос мы зададим регуляру High Stakes Аврора, который наблюдал эту историю своими глазами от ее начала и до конца. Алексей, привет. Привет, Дима. Спасибо, что позвал. Рад поучаствовать в этом проекте. Но давай пока не будем устраивать спор о покерном таланте. Эта тема многократно будет подниматься на страницах блога. Однозначно можно сказать, что дисциплина, рабочая этика и запредельная мотивация на дистанции обыграют любой талант. Фархелли прошел путь с микролимитов до high stakes прямо на наших глазах. Эта история началась почти 15 лет назад. Онлайн-покер переживал свою золотую эру. Россиянин Иван Демидов тогда занял 2-е место в главном турнире мировой серии, заработав тем самым почти $6 миллионов. Ivan Demidov, what a player this guy turned out to be this year. Second place wins $5.8 million. $9 million to Peter. Герой нашего повествования некоторое время назад переехал в Москву из Норильска, учился в университете и в свободное время комментировал профессиональные матчи по Counter-Strike на портале Good Game. Традиционно киберспорт и онлайн-покер — сферы весьма тесно связанные между собой, в силу схожего набора необходимых качеств. Поэтому успех Соула не мог остаться незамеченным. Ты хорошо помнишь те времена? Да, я довольно хорошо помню те времена. Либо мне так кажется. Это интересная история, я расскажу эту историю, как я ее вижу. В реальности все могло быть иначе. Как я понимаю, геймеров в покер привели 2 ключевые персоны. Это, одну из них все знают, это наш Иван Демидов, профессиональный игрок Warcraft 3. Но до Ивана Демидова был Бертран Граспелье, он же Элки. Сейчас он профессионал ГГ Покерок, до этого ГГ Покера. До этого был профессионал Старзов. Он тоже добился невероятных успехов в покере. И что самое важное, его и успехи Демидова освещались на всех киберспортивных сайтах. То есть таким образом начался своего рода бум покера среди киберспортсменов. То есть на профильных форумах появлялись темы покера. Даже наши известные игроки в StarCraft это Абвер, Подокс и Титан. Многие реально помнят эти ники. Они и стримили, и активно играли на турнирах. Все они добились хороших успехов в покере. Я помню и заносы Титана, и про Подекса вообще это он до сих пор играет, активно тренирует высокие лимиты Амахи. И топ-2 Ивана на ВСОПе — это настоящий покерный бум в России. Он конкурировал за спортсмена года с Кафельниковым и Овечкиным, выиграл спортсмена месяца среди всех вообще спортсменов. То есть он соревновался буквально с футболистами, со всеми и выиграл. То есть его лицо украшало программу телепередач. 2-й призер чемпионата мира по покеру 2008 года Иван Демидов. Так в лобби PokerStars появился Фархелли, взявший свой ник в честь певицы Хейли Уильямс. После нескольких неудачных попыток Дима решил подойти к изучению игры более серьезно. И первые результаты не заставили себя долго ждать. Начальные лимиты до NL10 он проскочил всего за 1 месяц и даже успел впервые столкнуться с дисперсией, проиграв 20 бейнов за 2 дня. Мы нашли старый топик Форха, где он спрашивает, как возможно отыграть 100 тысяч рук на NL25 в 0. Знал бы он, какие стрики предстоит пройти в совсем недалеком будущем. Далее было решено открыть свой первый из 2 общей сложности дневников на Gypsy Team. Основными целями были выбраны закрепиться на NL50 и сделать свою игру более агрессивной. Вот уже 2 месяца пытаюсь бить NL25 с вменяемым винрейтом. Наиграл больше 100 рук и до сих пор тусуюсь в районе 0. При учете жесткого тейбл-селекшена я вообще не понимаю, как такое может происходить.
Более того, даже отказался от жесткого гринда и катаю 6 столов максимум. Работа закипела. Сразу был взят довольно высокий темп. И уже через несколько месяцев, в декабре, Фархелли готовился к покорению NL100. В том же месяце он узнал, что отчислен из университета, а следовательно вопрос на тему, чем себя занять, решился сам собой. Возможно, к тому времени этот вопрос даже и не стоял, учитывая, как спокойно, судя по блогу, он воспринял отчисление. Параллельно Форх обратился к Жану, который в те времена был довольно востребованным тренером, известным своим жестким и прямолинейным стилем обучения. Результаты первых тренировок стали обескураживающими и дали понять, что для дальнейшего роста по лимитам необходимо будет работать не только за столами, но и вне столов. Как говорится, для успеха осталось подтянуть всего пару вещей – префлоп и постфлоп. Получилось идеальное сочетание. Требовательный и опытный тренер, который наверняка знал, чем помочь, и игрок, готовый выкладываться на 200%, делая в разы больше того, чего от него ожидают. Такого унижения я не испытывал со времен своей несостоявшейся мини-футбольной карьеры. Уже на 3-й раздаче Жан недвусмысленно дал понять, что я абсолютно безнадежен. На 4-й в его речи проскочил первый мат, а на 5-й он выдал замечательный монолог, касаемый моего подхода к игре. Начались бесконечные эксперименты со стилем, и через некоторое время в распоряжении Фархелли оказались 2 разных стратегии. Первая, которую он выработал сам, используя личный опыт и знания, и вторая, которую он выработал с Жаном. Сперва эти 2 стратегии чередовались, но вскоре Фархелли взял лучшее от обеих, что и позволило ему в ближайшем будущем закрепиться на NL100 и даже попробовать свои силы на NL200. Если мне не изменяет память, ты тоже в те времена занимался у Жана? Да, я занимался у Жана не совсем в те времена, чуть позже. Как раз-таки благодаря блогу Фархелли я наткнулся на тему с тренировками. Вот, Жана, он набирал тогда группы по несколько человек. Вообще, Жан — это очень интересная персона в покерном комьюнити. У него буквально были сотни учеников. И по сегодняшним меркам его подход к обучению назвали бы буллингом, потому что Жан тренировал реально жестко. То есть он как бы давал тебе какие-то конспекты с такой вот покерной базой. Вот это делаем, это не делаем. Ты должен был четко ее выучить и, соответственно, играть раздачи, придерживаясь концепций, которых он тебе закладывал. А ты там, условно, 18-летний рек NL25. Понятное дело, что ты ошибаешься вообще в каждой раздаче практически, которую играешь. Соответственно, я хорошо помню момент, когда я чуть не заплакал на одной из тренировок. То есть буквально вот у нас группа 4 человека разбирают раздачи первого, а я на очереди второй. И раздачи первого, мне казалось, что они довольно неплохие, но человек ничего плохого не делал, а его прям жестко душат, то есть буквально там прям матерят. Но, однако, стоит отметить, что эта система вот такого так называемого кнута, она хорошо работает. Ну, конкретно на меня, то есть вот этот страх наказания, он реально заставлял вот это учить, эту теорию, там, стараться вот ее придерживаться. Поэтому вот этот советский метод имел свои плоды. И даже вот оглядываясь спустя там 11 там, или 12 лет, где-то, наверное, 11 лет, я могу сказать, что я с улыбкой вспоминаю те времена. Привет, Стокгольмский ипподром. И я думаю, что это было очень плюсовое вложение и денег, и времени. Здесь имеет смысл сделать лирическое отступление и сказать, что речь идет об отрезке длиной всего в несколько месяцев, за который был проделан огромный объем работы. Думается, Фархелли уже в самом начале питал определенные надежды относительно своего будущего в онлайн-покере. Хотя и традиционно скромничая, рассказывал о том, что никогда не хотел играть на high-stakes. Таким образом, мы с вами подошли к моменту, с которого эта история теперь известна широкой публике. 31 марта 2010 года Дима открывает блог неталантливого регуляра, который стал его вторым по счету дневником, с той лишь разницей, что в слове «регуляр» теперь отсутствовала приставка «не», а сам блог уже красовался в разделе средних лимитов на форуме. Уже весной суммы стриков значительно выросли, а даунстрик мая 2010 года забрал 29 стеков NL100, то есть почти $3000 за неделю, что равнялось трети общего банкролла, и увенчался запоминающимся постом на Джипсе. И тут произошло то, чего не ожидал от себя ни при каких обстоятельствах. Вначале в стену полетела мышка, а сразу же за ней полная кружка. После этого выскочил на балкон и заорал: «Сука, блядь, заебала». Только через секунду осознал, что стою в одних трусах, а на меня смотрят до хрена людей. Все-таки на 2-м этаже живу, и прямо под домом располагается пара остановок.
Возникла пикантная пауза, когда люди смотрели на лохматого психа, а лохматый псих бешеными глазами пялил на толпу, прокручивая в голове каждый бэтбит. Удар вышел ощутимым. Дошло до паузы в дневнике на неопределенный срок. Но уже через несколько дней Дима снова был в строю, готовый отбивать майский минус. В то же время начинаются первые столкновения с серьезными оппонентами, одним из которых стал игрок под ником Карамазов-22, который, со слов самого Димы, являлся на тот момент сильнейшим регом НЛ-100 PokerStars. То, как этот человек умеет контролировать себя и тонко чувствует происходящее, достойно белой зависти. Законы покерной динамики на нем просто не работают. Пожалуй, именно этот эксперимент с овербетами открыл мне глаза на одну из главных собственных проблем. Слишком уж сильно завожусь порой. На его месте абсолютно точно вколил бы минимум в 3-й раздаче на тузе. Но он сдержался. Крутой. Я так не умею. Этот пост выглядит как развлекательный, но мы решили уделить ему внимание, так как это первый комплиментарный пост в сторону другого профессионального игрока. Фархелли любил такие посты. Он всегда очень уважительно относился к своим оппонентам. Даже его бесконечные подколы на Нанока, они не выглядят злыми. Я бы даже сказал, что они дружеские в каком-то смысле. И вот это умение увидеть у своего соперника сильные стороны, а не только искать у него слабости, это тоже очень важно, потому что в этом вот фановом посте про Карамазова-Нетамазова скрывается выученный урок и усиление собственной игры. Дальше все пошло не совсем гладко. Бэнкролл стоял на месте 3 месяца подряд, в то время как Форх встретил своего рода юбилей. Год с момента начала карьеры. Все это время, по его же словам, он работал ежемесячно в среднем не менее 200 часов. Но позиция на NL200 стала довольно серьезной преградой и даже заставила задуматься о том, что это предел его возможностей. Уже 3 месяца мой бэнкролл стоит на месте, и меня это немножечко расстраивает. Я точно знаю, что не мытьем, так катанием я побью такие NL200 и буду выкладывать тут прикольные графики когда-нибудь. Но только за счет того, что там всегда будут слабые игроки и куча ленивых профессионалов, не желающих работать над собой. Но проблема в том, что это мой предел. Тяжелый период продолжался. У профессионалов время от времени случаются отрезки, когда ты будто разучился выигрывать и чувствуешь себя за столами абсолютно беспомощным. Такие периоды могут длиться довольно долго, оказывая серьезное влияние как на техническую игру, так и на психологию, сильно подрывая уверенность и заставляя сомневаться в каждом действии, что вкупе с и без того сложным раном может вылиться в технический и моральный слом или как минимум устроить ощутимую проверку на прочность. Так и в нашей истории. Даунстрик продолжался несколько месяцев. На пороге осень, и как это часто бывает в такие периоды, когда кажется, что нижняя точка уже позади, наступает еще более глубокая просадка. На этот раз она была размером в 50 баинов NL100, то есть примерно $5000, и стала на тот момент самым большим стриком в жизни. За месяц я умудрился упасть до отметки в минус 45 баинов, и это психологически очень давит. Даже начиная чувствовать, что замазан по уши уже до начала сессии. Причем вне зависимости от того, сколько до этого не играл и как завершилась предыдущая сессия. Представьте, что чувствует человек, выкладывающийся на полную на протяжении нескольких месяцев, когда видит, что ситуация не только не улучшается, но даже ухудшается, причем значительно. Но, пожалуй, мы бы сейчас не снимали это видео, если бы Дима так просто задавался. У меня в школе и университете всегда были серьезные проблемы с точными науками. Не математический склад ума — это про меня. Таких людей, склонных к гуманитарным наукам, гораздо больше, и в этом, на мой взгляд, кроется один из ответов на извечный вопрос, какого хрена я делаю все так хорошо, а в плюс играет только 5%. Ни для кого не секрет, что получить инженерное образование гораздо сложнее, нежели выучиться на менеджера. Да, вокруг этого ходит много споров, но все они подогреваются, как правило, именно болтливыми гуманитариями и не имеют под собой обоснований глубже. Зато у нас более развит кругозор, а вы — роботы. Роботы поработят человечество, кстати, поэтому быть ими не так уж и плохо. Если разобрать каждый тип мышления на пальцах, то гуманитарий — это человек, развивающийся вширь, технарь — в глубину. И уже понимание такой вот простой концепции дает мощный толчок к осознанию одной из серьезнейших покерных проблем, возникающих у бригады менеджеров в карточных играх. Развиваться вширь, читай поверхностно, может каждый. Это в нас заложено природой. Банальные качества из животного мира, вроде любопытства. А вот глубокое понимание, основанное на логике, это тяжкий труд. Подобное нужно развивать, и это удел немногих.
NL 100-200 — это уже лимиты, где ты пересекаешься с опытными и сильными игроками, которые показывают хорошие результаты, имеют большие винрейты, и инстинктивно ты хочешь чему-то у них научиться, что-то позаимствовать. Однако в те времена, сегодняшнему слушателю стоит это понимать, еще не было машинных расчетов, и регуляры играли реально по-разному. То есть ты мог встретить человека, который открывает с СБ только минрейзом все руки, то есть буквально все. Либо соперника, который играет на ВБ только через 3-бет, никогда не играет cold-call. То есть стратегии были действительно кардинально разные. И не обладая крепким фундаментом в своей игре, было очень легко запутаться в этом хаосе. То есть непонятно, что у кого копировать, что хорошо, что нет. А представьте, что вы еще находитесь в стрике, и у вас в целом игра не складывается. И непонятно почему. То есть ты у этого что-то плохое взял, или наоборот, надо взять было у другого. Сейчас это кажется очевидным, в рамках этого поста, но я поражаюсь тому, насколько Фархель хорош в рефлексии и самоанализе. Представьте, то есть ему всего лишь 21 год. Он рек NL 100, но он видит проблему, находит ее и придумывает четкое решение, что нужно делать. Как можно развивать свою игру, когда у нее просто-напросто отсутствует стержень? Подобные изменения в стиле игры имеют достаточно четкий аналог в выборе покерных дисциплин. В данный момент я похож на ребят, которые создают дневники с первым абзацем вроде: «Играю в покер 5 лет. Вначале катал СНГшки, потом перешел в МТТ, затем попробовал доны. Потом работал на цементном заводе и убивал людей, но нигде не добился вменяемых результатов. За это время выиграл $200, поэтому сейчас начну поигрывать кэш, БСС на NL10 и ССС на NL50. Также попробую подключать турниры». Как правило, результаты такие ребята достигают редко, потому что для того, чтобы войти в 5% лучших, нужна максимальная концентрация. Добавлю небольшой личный комментарий по поводу этого поста. Сейчас он может выглядеть немножко наивно и как-то даже базово, в стиле ментал-коучей, но в те года, в 2010-м, это был реально крутой пост. То есть я помню свои эмоции. То есть я читал этот блог в 17 лет, догонял. То есть я не с самого начала читал. И я помню, как я, прочитав этот пост, я прям какую-то дикую мотивацию получил. У меня буквально, даже когда я его перечитывал в рамках подготовки к этой работе, все равно мурашки по коже пробежали. То есть, невероятный заряд мотивации и желание стать профессиональным игроком. То есть я видел, что нужно делать. И, как говорится, на пары в инст больше не ходим. Но ничего не длится вечно. Тяжелый отрезок был пройден уже осенью 2010 года. Вообще возникла немного парадоксальная ситуация. За 2 месяца на NL200 сделал уже вполне себе бэнкролл на NL400, при этом его не побив. Приятная проблема, чего уж там. Но выше, естественно, пока не собираюсь. Здесь нужно внести пояснение. В то далекое время PokerStars, как и многие другие румы, предоставляли очень выгодную программу лояльности. Она заключалась в следующем. Чем больше игрок платит в месяц рейка, тем больший процент от этого рейка возвращается игроку. Все тогда стремились к заветному статусу суперновой элиты, позволявшему вернуть в районе 60% такой комиссии. Иными словами, банкролл игрока в те времена мог расти значительно быстрее его игровых навыков, что в случае неудачи на верхних лимитах давало возможность сравнительно быстро восстановиться на рабочих и попробовать заново. Наш герой перешел в режим полного погружения. В блоге тогда был описан интересный момент, когда Форх выходил в подъезд забрать доставку еды. Мне даже пришлось идти открывать дверь на площадку доставщику пиццы, не одеваясь и с ноутом в руках, чтобы, не дай бог, в такой замазочке не потерять хорошее место из-за перебора в сетауте. Там можно находиться лишь 2 круга блайндов. Наверное, в его глазах лохматый парень со стеклянными глазами, мигающим дисплеем в левой руке, деньгами в правой, сигаретой в зубах, в трусах и туфлях, тапки искать было лень, смотрелся несколько странно. Небось подумал, что я какой-нибудь не имеющий личной жизни задрот, целыми днями убивающий время своей драгоценной жизни на онлайн-игры. Темная полоса сменилась светлой. И всего за 1 месяц нашему герою удалось не только пристреляться к NL400, но и уверенно закрепиться на нем. Однако у всего есть своя цена. Давно накопившаяся усталость давала о себе знать, а зацикленность на работе деструктивно сказывалась на связи с внешним миром. Есть вещи более важные, которые волнуют куда больше. Кардинальное изменение образа жизни, читай погружение в покер, ведет к серьезным изменениям характера. Раньше я в это не верил, но сейчас начинаю ощущать и чувствовать. Да,
Прошло чуть больше года, и я с ужасом стала попадать в несвойственные для себя ситуации при общении со старыми знакомыми. Я не понимаю их юмор, увлечения, а также не разделяю нынешних занятий, потому что они кажутся какими-то бессмысленными. Мозг будто перешел в плюс ЕВ-режим. Логика, рациональность и скептицизм стали преследовать меня каждую секунду пространства, хотя раньше я ими пользовался в первые полчаса ночи подготовки к экзамену, пока мы еще не успели открыть первую канистру. Вспоминая изменения своего отношения к жизни за последний год, начинаю видеть возникновение каждого контура, рисующего нового меня. Эти изменения сложно назвать плохими, но чем дальше идешь, тем больше перестаешь чувствовать себя собой. Если взглянуть на происходящее объективно, то в подобных трансформациях нет ничего плохого. В каком-то смысле это обычное взросление. Но вот его интенсивность несколько выбивает из ритма привычного существования. Когда качественные изменения возникают в короткий промежуток времени, ты просто не можешь перестроить свою жизнь и попадаешь в какой-то эмоциональный вакуум. В каком-то смысле подобная рефлексия и самокритика станет флагманом повествования в Димином блоге на ближайшие несколько лет. Далее все шло примерно по одному сценарию. Наш герой играл огромное количество раздач на рабочем лимите, копил банкролл, после чего пробовал свои силы на лимите выше, получал там достойный уровень оппозиции, с уверенностью заявлял, что это, похоже, его потолок. Вгрызался в верхний лимит, играя 100-200 тысяч раздач в ноль, и, наконец, с уверенностью заявлял, что лимит на самом деле детский, но вот на следующий ему уже точно не хватит ни таланта, ни удачи. А затем все повторялось снова. Всего пару лет назад я жутко завидовал всем и по любому поводу. Наверное, у каждого в жизни есть такой период. Удивительное дело, но после погружения в покер эта черта стала пропадать сама собой. Еще год назад, прочитав новую запись от Стельмака, в моей голове сразу бы зародилась мысль вроде «Блин, ну что за хрень?» Мои совершенные постфлоп навыки NL50 наверняка бы позволили обыграть любую из этих турнирных макак, не знающих, что такое настоящий покер. Но у меня нет денег на боин. Зато они есть у этого оффлайн-лайкера, не понимающего в игре просто ничего. И он выигрывает миллион, в то время как я гринжу этот тупой 0.2505. И где справедливость? Что, блядь, за мир-то такой уродский? А сейчас, читая строчку за строчкой, я все больше и больше радовался за этого незнакомого мне про. Наверное, погружение в покер как ничто иное убеждает тебя в том, что глупо жадными и злыми глазами смотреть на то, как кто-то стремительно взлетает вверх. Возникает дикое желание работать над собой и стремиться к новым вершинам. Хочется, чтобы в один момент кто-то также искренне порадовался за твои успехи. А если их не будет, то не беда. Жизненная дисперсия чудовищна, а возможности всех людей разные. И если ты не сможешь прийти к тому, к чему хотел, то расстраиваться нет повода. Ведь главное, что ты можешь честно сказать «я сделал все, что смог». А то, что проиграл решающий 80/20, ну ничего страшного, бывает. Хоть что-то хорошее в мое мировоззрение привнесла эта тупая карточная игра, ежедневно ломающая мою жизнь и уменьшающая баланс кредита к родителей. Тоже очень недооцененный пост, на мой вкус. Расскажу, как я это вижу. Само собой, я могу ошибаться. Мне кажется, что зависть и злоба — это эмоции, от которых вы можете получать мотивацию и даже какую-то радость, но я искренне считаю, что лучше справляться без них. Потому что вот эти эго-эмоции, с ними каждый стрик будет чувствоваться больнее, потому что как бы стрик напрямую по твоему эго и бьет. Ты как бы проигрываешь, а ты в своей вселенной не должен этого делать. Каждый удачливый соперник будет вводить в вас все больше и больше тильт. В каком-то смысле покер — это путешествие от одного стрика к еще большему стрику. Либо там от одного удачливого соперника там, к еще более удачливому. И с таким майндсетом будет тяжело. Гораздо приятнее и продуктивнее работать в гармонии с самим собой. Поэтому я бы старался дистанцироваться как можно сильнее от ненависти и злобы. Однако, не буду обманывать слушателей, я знаю элитных игроков, которые реально ненавидят каждого своего соперника. И им это не мешает. Мне надоела эта ежедневная борьба с самим собой. Достала эта ненависть, копящаяся внутри меня. Короче, mistakes. Благо, количество ВПП на NL400 практически равно очкам на NL200. А это значит, что СНЕ будет, но в более спокойном и добром режиме. Да, я сдался. Признаюсь, я не бью NL400. Но в этом нет ничего удивительного, ведь главный пост дневника давно определил мое будущее. Может быть, вам удастся взлететь, но меня наверху не увидите. И это правильно, наверное.
все-таки мои качества более подходят для иных сфер. Пошел пить. Играйте в покер. Лучшую карточную игру в истории человечества. Забавно, учитывая, что нас ждет дальше. Но не будем о грустном. Тогда Дима улетел жить в Таиланд, а знаковый 2010 год, который изменил жизнь нашего героя до неузнаваемости, подошел к своему логическому завершению. Несмотря на довольно сдержанную реакцию Форха относительно своих успехов, сейчас можно с уверенностью сказать, что этот год удался на 5 с большим плюсом. Рабочим лимитом стал NL400, а общий профит приблизился к отметке в $60 тысяч. Год 2011 станет для меня или огромным прорывом, или гигантским разочарованием. Начало 2011 года вышло не совсем удачным, и Фархейль принял решение на время снова спуститься на NL200. Суммарный стрик по 2 лимитам за последние 1,5 месяца достиг уже 43 боина. Причем за последние 10 дней я проиграл около 10К. Не думал, что после июльского порева когда-то еще скажу подобное, но, это самый-самый ужасный период из всех, что у меня были доселе. Одному только King Ten Clubs наш герой умудрился проиграть 10 тысяч за 2 месяца. Сегодня мало кто вспомнит королей мидстейкс времен Суперновой Элит. Но для онлайн-регов тех лет ники Поболера, King 10 Clubs, Гоголь Нос — это все равно, что Фил Хельмут, Айви и Негриану для любителей Poker After Dark. Самый большой разрыв в уровне игры между NL200 и NL400 получался именно потому, что лимиты NL400, это уже тот стартовый лимит, где начинала выполняться Супернова Элит. Соответственно, раз она там выполняется, то за каждым столом этого лимита вы будете видеть игроков практически элитного уровня, которые пытаются набить этот статус. Что интересно, каждый из этих 3 игроков играл действительно по-своему. В наши времена игра регов более стандартизирована, но в те времена их игра действительно отличалась. Гоголь Нос отличался очень, стилем игры от защиты, его можно назвать. Он любил очень всякие отложенные линии, delayed конбеты, игра через частый чек, как при флоп рейзер, что тогда было не свойственно. И при этом он все еще играл с большим ВСФ, поэтому такая обманчивая пассивность заставляла его соперников ошибаться. То есть это по факту был уникальный стиль игры, он одним из первых понял, что не надо без позиции ставить широкий конбет, ситуации СБ-ВБ, к примеру, или ранее против Баттона. Насколько я знаю, после «Черной пятницы» Гоголь Нос перестал играть в основных площадках, начал активно тренировать. Он до сих пор тренирует на Run Advance. И, кстати, до сих пор играет в покер. Гоголь Нос единственный из этих 3 и до сих пор играет на американских сайтах. Его можно встретить в Баваде, насколько я знаю, есть такая сеть. И вроде бы у него даже неплохие результаты, судя по тому, что он показывает на Run Advance. Поболера, наоборот, играл в стиле лучших бразильских турнирных реков. Он поливал налево и направо, невероятно умудрялся разгонять банки. У него огромный ВСФ 53, а по тем временам ВСФ 53 это не то, что сейчас. То есть тогда игрался гораздо более узловой префлоп. То есть попробуйте поиграть с ВСФ 53, открывая с баттона 90% рук. То есть это практически невозможно. Непонятно, как вообще в плюс так играть. Я до сих пор слабо понимаю, как он справлялся. Я с ним больше всего наиграл, потому что когда только-только появился Zoom 200, мы с ним пересекались, и это был феноменальный опыт. Насколько я знаю, Поболера закончил карьеру после того, как Старзы отменили статус Суперновой Элит. Но я уверен, что у него все хорошо, потому что он выполнял ее несколько лет подряд, и каждый раз у него был какой-то колоссальный винрейт. В районе 8 ББ на 100 всегда было, на огромной дистанции. Он всегда разрывал каждый раз, когда играл. И последний, и, наверное, самый важный из этой троицы — это знаменитый King 10 Clubs. King 10 Clubs — это игрок, который сыграл больше всех раздач и выиграл больше всех денег за всю историю Poker Stars на лимитах NL400-NL1000. То есть, наверное, вы не найдете игрока, который сыграл больше раздач и выиграл больше денег. Он играл кучу лет подряд, выполнял Суперновую Элит до того момента, как ее отменили, еще много лет после выполнял ее норму, даже когда этого статуса уже не было. Даже сейчас, открыв сайты статистики, вы увидите его в топе, хотя сайты статистики появились не так давно, его реальная дистанция еще в 5, а то и больше раз больше, соответственно.
King 10 Collapse уже помнят многие сегодняшние игроки, потому что из-за невероятного наигрыша он успел поиграть с людьми из всех покерных эпох. То есть даже вот сегодняшние реги помнят, как играли с ним в 2019-м. Насколько я знаю, он несколько раз хотел заканчивать карьеру, но покер все не отпускал его. Но к радости регов Mistakes в 2019 году он все-таки решил завершить карьеру, и с того момента я его больше за столами не видел. Казалось, что очередные 250 часов работы были потрачены впустую. Но мы-то знаем, что ничего в этой истории не происходило просто так. Трудности на NL 400 подтолкнули Диму обратиться за помощью к Purity, одному из лучших тренеров на тот момент. Окончание стрика совпало с необходимыми подстройками, и вот уже на графике все линии пошли вверх. На волне успеха удалось войти в список наиболее успешных игроков на своих рабочих лимитах. И хоть неудачные дни, во время которых Форх мог отправить в стену сразу всю посуду, стоявшую на столе, встречались, в феврале удалось закрепить первый поистине внушительный результат, даже по меркам видавших виды игроков. В статистике за месяц красовался профит, превышающий $30 000. Сейчас речь идет о феврале 2011 года. Как многое может измениться всего за один год. Ведь ровно год назад, в феврале 10-го, Дима зафиксировал свой первый минусовый месяц на NL 50 и на фоне негативных эмоций не появлялся в блоге почти месяц. Февраль 2010-го стал моим первым минусовым месяцем в покере. До сих пор помню, как с грустью глядела на финальные минус $600 за 50к рук на NL 50. Мне было настолько хреново, что я даже перестал писать в дневнике почти на месяц. И при этом никто даже не поинтересовался, куда я пропал. Я не вру, ни одного поста с конца февраля. Конечно, я тогда еще не чистил зубы и не получал от Gypsy Team $20 в месяц за ведение блога, что сказывалось на уровне популярности. Но мне же было реально грустно, и я мог сделать нечаянный шот на NL1K и остаться без банкролла. Но Gypsy Team было все равно. У нас самая дружная комьюнити. Прошел год, и, смотря на результаты февраля нынешнего, до сих пор не осознал, как же это круто. Но и тут без рассуждений об отсутствии собственных перспектив не обошлось. Хотя лучший в карьере месяц и должен был вселить уверенность. Учитывая, что в России я за последние 1,5 года наиграл, если не больше всех часов, то в тройку уж точно вхожу. Игра постепенно начинает угнетать. Не в плане процесса. С этим все хорошо. Мне по-прежнему интересно изучать всякие тонкости, выигрывать деньги, расти по лимитам. С позиции своеобразного личностного роста. Будучи чуть ли не невротическим перфекционистом, я не могу смириться с тем фактом, что трачу столько времени, не имея даже теоретической возможности приблизиться к игровой элите. Фархелли любил легкое самоутяжение, этого у него не отнять. В реальности мне кажется, что лучшие реги тех времен, собственно, King 10 Collapse, Гоголь Нос, Поболера, Нанонока, играли как минимум не хуже, а может быть даже и лучше, чем именно средний рег. High Stakes, понятно, что самые элитные, безусловно, были впереди, но вот именно если сравнивать со средним игроком, я уверен, что элита Mid Stakes дала бы жару. Это еще мягко говоря. Думаю, что-то похожее, кстати, и сейчас происходит, потому что на самых-самых высоких ставках очень много залетных игроков, всякие турнирные реги, которые там заходят погэмблить, реги всяких других дисциплин, какие-то оффлайн игроки, непонятно откуда взявшиеся, и условный там крепкий рек NL 1000, он над всеми будет иметь перевес, потому что у него и наигрыш хороший, и техническая база гораздо более сильная. А у всех этих людей всего этого не будет. Интересно наблюдать за этим со стороны. Субъективно, Форку казалось, что все идет медленно, в то время как читатели подмечали стремительный рост скилла, банкролла и лимитов. Думаю, такого рода самокритика сыграла не последнюю роль в процессе развития, а уровень работоспособности так и оставался в районе 150-200 часов в месяц. Это постоянство не могло не давать результат. Отдельно стоит упомянуть, что большую часть этого пути Дима преодолел на небольшом ноутбуке, без дополнительного монитора. Если вы попробуете представить лобби PokerStars и 16 столов наложением друг на друга, которые всплывают в хаотичном порядке в случайные моменты времени, вы поймете, насколько это был трудоемкий процесс. Кажется, что контролировать такую игру само по себе было делом сложным, не говоря уже о том, что нужно принимать правильные решения в раздаче и параллельно подыскивать новые столы. В этом же месяце произошло еще одно знаменательное событие. Фархелли впервые попробовал свои силы на NL1K. Стоит внести немного контекста. Помимо того, что когда у вас в стеке за столом $1000, что уже само по себе звучит неплохо, NL1K традиционно считался одним из самых, если не самым сложным лимитом в онлайне. Причем это признавали даже многие игроки с лимитов значительно выше.
NL1K был своего рода точкой соприкосновения, куда еще можно было попасть, набив банкролл в регулярной игре, но при этом многие элитные игроки того времени останавливались на этом лимите. Потому что, к примеру, NL5K и NL10K в основном игрались на выстрел, то есть игрок копил определенное количество стеков и садился за столы, а там уж как повезет. Очень многое в этом зависело от удачи, учитывая, что на дистанции, в условной 5000 раздач, может произойти абсолютно все, что угодно. Многим игрокам, обладающим по тем временам выдающимися техническими навыками, эта своего рода рулетка не была по душе, поэтому они оседали на NL1K, автоматически превратив его в лимит с, пожалуй, самой тяжелой оппозицией. Кстати, сейчас во время разбора раздач наткнулся на эту, произошедшую дня 3 назад. Сыграна против одного из сильнейших русскоязычных игроков. И мне нужно мнение комьюнити. Казалось бы, ничем не примечательная раздача и игровая ситуация, если бы не соперник, отслоуроливший главного героя. Именно благодаря этой раздаче Фархелли познакомился с Фишом 2013, он же Никита Будяковский. Насколько я знаю, Никита просто на Gypsy Team написал в личке Фархелли с разъяснением ситуации, и они начали общаться дальше. По сути же самой раздачи я абсолютно уверен, что Никита никаким слоуровым никогда бы заниматься не стал, потому что он в целом не такой человек, который будет такой фигней страдать. Это как бы технически невероятно сильный игрок, там, с амбициями, со всем, нафига ему надо. И самое важное это то, что, как мы в последующем узнаем, Никита знаменит своими тончайшими фолдами во многих игровых ситуациях, где обычные игроки даже об этом думать не будут, а здесь как раз ситуация, где можно найти такой вот тончайший элегантный фолд. Поэтому все очевидно. В таком духе Фархелли доиграл до завершения второго полного года своей покерной карьеры. Буквально несколько дней назад у меня был маленький юбилей. 2 года с того момента, когда я решил начать играть с максимальной серьезностью и отдачей. За эти 24 месяца не было ни одного, где мой наигрыш составил меньше 150 часов. Работа за пределами покерного стола практически всегда доходила до 50-часовой отметки. А теперь ответь на вопрос. Нужно ли быть охренительно мозговитым и способным, чтобы после такого объема узкоспециализированной работы над собой достичь моего уровня? Это всего лишь карточная игра, где твои оппоненты всего лишь люди. Ничем не лучше и ничем не хуже тебя. Мне кажется, что лучшей мотивацией является честность по отношению к себе. В любом деле, которому ты посвящаешь большую часть своей жизни, вероятность того, что ты окажешься на финише первым, нулевая. Способности у всех людей разные. Вряд ли ты по совокупности данных являешься оптимальным существом для доминирования в конкретной области. Наверняка в этом мире всегда найдется человек, который в конечном итоге с легкостью тебя превзойдет. Но это не повод опускать руки и прекращать бороться. Сам факт того, что ты можешь честно сказать себе «я сделал все, что смог», на мой взгляд, является главным. В психологии я профан, но, как мне кажется, кризис среднего возраста у людей начинается по причине осознания того, что они очень далеки от этих 5 слов. И это моя единственная мотивация при занятии чем-либо. Поэтому никакие пляжи, порши и клевые телочки, как и их отсутствие, никогда не изменят моего отношения к главному занятию в моей жизни на данный момент. Как я заметила по интервью с игроками High Stakes, большинство из них на вопрос из разряда «Что вы делали, чтобы достигнуть таких результатов?», обычно немного теряются и дают очень общий и размытый ответ, начинающийся со слов вроде я просто очень много играл». И это свидетельствует о том, что к покеру рациональный подход неприменим. Теоретики в этой игре не побеждают. Нет, конечно, есть исключения, но в общей массе большого успеха достигают те, кто дошел до всего эмпирическим путем. Достаточно взять 2 лидирующих игроков из разных лиг – Айви и Нанонока. Как вы думаете, теоретики они или практики? Серия последних озвученных постов — это именно то, для чего хочется перечитывать блог Фархелли снова и снова. Лично я, когда слушаю чьи-то философские рассуждения, часто ловлю себя на мысли, что меня затапливают водой, и о чем вообще этот человек говорил минуту назад. У Фархелли же невероятно концентрированная глубина мысли, что ли, можно сказать. То есть ты вообще не видишь воды. То есть тебе прям показывают базу, остается только слушаться и повиноваться. Лично для меня это действует невероятно мотивирующе. То есть буквально, если ты читаешь пост в кровати, хочется встать, пойти разобрать еще парочку раздач. По поводу практики я абсолютно согласен с тем, что Форх понимал еще в 2011. А тогда покерная теория была гораздо менее развита. Не было продвинутого софта, не было огромного количества школ и конюшен. У каждого игрока не было своего курсу.
И все равно это не помешало Фархеле прийти к правильным выводам. Собственно, практика — это самое важное в карьере игрока. Ее можно немного заменить ресерчами, разбором соперников, но все равно понимать, как сыграть какую-то ситуацию и сыграть ее в конце 5-часовой сессии, проигрывая 10 боинов, это совсем не то же самое. И тут без практики никуда. Дополнительно к этому еще эксплойт, а именно в эксплойте делаются все деньги, он подразумевается под собой понимание тенденций поля, динамики сессии, то есть вот таких вещей, которые ты начинаешь осознавать только с большим количеством практики. Поэтому тут все по фактам. Теперь, в неудачные дни, Форх мог проиграть более $15 тысяч. То, чем занимался Дима в этот период своей карьеры, походило, пожалуй, скорее на проверку своих возможностей, чем на максимизацию прибыли. По его словам, он старался поддерживать концентрацию на большом количестве столов, выдерживать длинные сессии по 10-12 часов без стоп-лоссов, играть хедзапы с любыми оппонентами и так далее. Это было похоже на бесконечный подбор нужного сочетания переменных. Он то играл короткие сессии по несколько часов, то затяжные, изнуряющие марафоны длиной в целый день, чередовал тайтовый стиль с более раскованным, ориентировался то на качество и профит по зеленой, то на количество и рейкбэк. Эксперименты продолжались и продолжались. Фархеле то вводил стоп-лоссы, то ставил себе цель отыграть каждую сессию в плюс и не заканчивать, если сессия в минусе. Сомнению подвергалось буквально все. Тайминги, сайзинги, наполнение диапазонов, общий подход к игре и психология. И так далее до бесконечности. Неизменным оставалось лишь одно. Дима много играл. Очень много играл. И ему удавалось за месяц проводить объем работы, для выполнения которого большинству регуляров потребовалось бы как минимум несколько месяцев. Казалось, все неприятности, по типу залил 10 стеков за сессию или 30 стеков за неделю, как будто вообще перестали его беспокоить. А карьера так и продолжала нестись вперед на огромной скорости. Помните, вначале я рассказывал про суперновую элит. Статус, который позволял получать огромный, даже по тем временам, рейкбэк, покорился Форху уже в августе 2011 года и сделал гринд такого количества столов значительно более прибыльным. Супернова Элит — это своего рода чекпоинт, о котором мечтал каждый профессиональный игрок, игравший на PokerStars. Даже те, кто играл мало раздач, все равно в глубине души надеялись когда-нибудь выполнить норму Суперновой Элит. К сожалению, PokerStars отказался от своей VIP-системы, проводилась даже масштабная забастовка. Сейчас это смешно звучит, но в те года все игроки объединились и вместе решили не играть в течение нескольких недель, чтобы дать понять Руму, что они очень недовольны нововведением. К сожалению, это ни к чему не привело, и Супернова Элит так и не вернулась, и осталась лишь напоминанием о той эпохе, возможно, лучшей эпохе в истории онлайн-покера. А вот один из моих любимых постов. В первой части сессии за столами неожиданно появился парень, которого я последний раз видел на NL100. Он сразу сказал, что не хочет стартовать столы, так как делает шот. А это я просто обожаю. Все дело в том, что большая часть переходов на лимит выше чаще всего заканчивается пи***ц каким колом. Кстати, определение пи***ц какой кол очень бы подошло для учебников по покеру. Нет, когда человеку заходят, то он может избежать этой участи. Но обычно серия отрицательных исходов резко подготавливает к замечательному вскрытию. Попав в серьезный минус, он ищет любые возможности выиграть большой пот. Только банк в 100 ББ+, может спасти от резко нахлынувшего чувства отчаяния. И любая топ-пара в руках героя понимает, что ей в ближайшие несколько часов суждено идти до конца. Я помню свой последний пи***ц какой кол. К сожалению, моя база данных снесена, но раздача в голове отложилась хорошо. Это было в июне, когда я делал свой первый серьезный шот на 10-20. На доске дама 4-6-8 король у меня в руках были тузы, и мне отрезали конбет по терну и пушнули ривер. Причем сделал это тупой нит. И я помню, как четко настраивал себя на этот пи***ц какой кол. Он пытается давить меня деньгами. Флэш-дро не закрылось, у него флэш-дро. Вот если бы король не упал, я бы выкинул, а так идеальная карта для его блефа. Но это же НЛ 2К, как здесь можно тузов выкидывать? Посмотрел, конечно, на карманные восьмерки и закрыл клиент. И после той самой раздачи мой дневник впервые был закрыт. И вот я судорожно в течение часа следил за всем, что происходит в раздачах с участием моей мишени. Все у него вроде шло неплохо, но тут буквально за пару минут он проиграл 2 коинфлипа на 2К. И вот тут я уже на 85% понял, что он готов. Собственно, вот этот кол он сделал через 3 минуты после злосчастных событий.
На ривере он думал почти весь таймбанк, хотя для меня было очевидно, что он просто уговаривает себя. После этого он буквально за минуту ушел со всех столов. Мораль тут проста. Когда вы переходите на новый лимит, всегда помните, что пи***ц какой кол просто неизбежен. Вы проиграете все. Подтверждаю. Пи***ц какой кол неизбежен. Твердо и четко. Тем временем Фархеле уже противостоят одни из лучших игроков того времени, такие как Take-Chip и Надсинью. Я играл 12 столов NL2K и на всех был объективно худшим игроком. И это чертовски заводило. Я впервые за этот год получал нереальное удовольствие от игры. Мне просто безумно нравилось ощущение от соревнования с людьми, каждый из которых входит в элиту онлайн-покера. Последний раз я так круто чувствовал себя за столами, когда открыл закладку Midstakes и сел на стол NL400. Лайнап с Надсинью и Take-Chip'ом — это как сейчас сесть к Линсу и Стефану в 3max. Это два элитнейших игрока тех времен. Надсинью вообще очень интересный персонаж, о котором мало кто знает. Надсинью обладал невероятным покерным интеллектом. В раздачах с ним часто вообще ты не понимал, что происходит, что вообще творится. И обычно, когда такие мысли появляются, это означает, что именно ты находишься не здесь, и тебя обыгрывают. Потом, покопавшись поглубже, ты уже понимал, что он делает, и Надсинью был реально на очень высоком уровне. К сожалению, его покерная карьера довольно трагична. Во-первых, у него был какой-то невероятно неудачный шот на NL40, где он там чуть ли не полбанкролла залил, и потом очень долго восстанавливал, собственно, этот банкролл на средних и высоких лимитах. Но смог это сделать, много лет подряд выполнял суперновую элит. Я даже помню его там на NL2K суперновую элит уже незадолго до упразднения этого статуса. Однако дальше еще хуже. Надсинью, его звали Ричард, он получил футбольную травму, и в больнице случилась так называемая случайная передозировка. То есть это никакие не наркотики, то есть его обезболивающим передознули в американской больнице. Вот такой вот невероятный бэтбит. Покер — это совершенно уникальное явление. Больше нет в этом мире занятия, где можно рассчитывать на такой дикий КПД в плане заработка относительно временных вложений от старта карьеры. Так что, пока в покер не придет стадо диких корейцев, я уверен, что рандомный Василий всегда сможет добиться достойных результатов, если он хоть немного соображает и готов отказаться от всего в своей жизни минимум на год. Я ведь звезд с неба не хватал. У меня 500 000 рук было наиграно на микролимитах в позорные 2 по ТББ. Миллион на NL 50-200 в 1 по ТББ. 2 раза по 500 000 в 0 на Midstakes. Ни на одном лимите я ничем не выделялся. Просто обычный рейкбот. В принципе, я на 100% уверен, что большинство оппонентов никогда бы в жизни не подумало, что мой lifetime profit когда-то преодолеет отметку в 50к. Было потрачено просто невероятное число усилий. И вот теперь, после тонны часов игры и работы, кучи стрессов, вынужденных жизненных лишений, выйдя на относительно приемлемый уровень игры, я узнаю, что, оказывается, мне просто генетически так сложилось. Поэтому читать про то, что мои результаты — лишь следствие природных данных, достаточно обидно, потому что усилий было затрачено нереальное количество, а в этой версии все выставляется таким образом, будто это все подарок с небес. Думаю, этот пост максимально раскрывает название блога с точки зрения автора. От себя могу сказать, что этот бесконечный холивар про талант уже в какой-то момент стал реально триггерить Фархеле. Ну, мне так кажется. Потому что вот только представьте, в названии есть неталантливый, давайте спросим у автора про талант. От себя еще также могу добавить, что все вот работоспособность, мотивация, сила воли, все это, безусловно, заложено в нас генетически. Но хочется верить, что все переплетено, но не предопределено. В ноябре 2011 удалось зафиксировать первый шестизначный месяц, пускай и по ИВ. Подумать только, ведь прошло всего каких-то 2 года. Таким образом, насыщенный 2011 год подходил к концу на мажорной ноте. Но дальше самое интересное. Фархеле вскоре будет пробовать себя на High Stakes. Мы подходим к периоду самого пика карьеры. Форк тогда резко сократил свою активность в блоге, а о новостях читатели узнавали в основном по слухам и рассказам других игроков. В этот период Фархеле начал активно мультирумить. Как бы это дико не звучало сейчас, в те времена было принято играть только одну площадку. Допустим, у меня был друг Максим,
сильный рек тех времен, вот он играл только на 8-8 покере. То есть он играл лимиты буквально от NL9 до NL5000. И тогда это никого не удивляло. Это было абсолютным стандартом. Регуляр, как правило, выбирал себе одну площадку и играл только ее. Фархель же начал играть одновременно айпокер, восьмерки, фулл тилт, старзы, может даже еще что-то. И стоит напомнить, что в те времена адекватный софт был только на старзах. Попробуйте как бы резко перейти там, с одной площадки на 4 с плохим софтом. Также еще и средний лимит очень сильно вырос. Если на старзах он играл, к примеру, там NL600-NL5000, то теперь, там, благодаря большому количеству площадок, он мог играть там только 2К+. То есть средний бай-ин сильно вырос. Это значит, что выросли стрики. Плюс из-за работы с огромным количеством лобби это тоже невероятно концентрацию отнимает, что неблагоприятно скажется на винрейте. То есть стрики будут чаще и жестче. Тут уже никаким рейкбэком не отделаешься. Именно мой низкий винрейт на 10-20+ приводит к такой ситуации. Очевидно, на показатель ЕВ на данном отрезке серьезно влияет психологическое состояние. Достаточно сложно играть в свой лучший покер в подобные периоды. С другой стороны, окажись в такой ситуации, например, Фиш, он бы сейчас проигрывал бы не больше 80-100к, а это сумма уже другого порядка. Конечно, схема мультируминга в целом является более выгодной, но проблема в том, что надо учиться играть. Преимущество над оппонентами позволяет выигрывать больше, но это не первостепенный фактор. Главное, что серьезно сглаживаются подобные стрики, а это супер важно при добавлении хай-лимитов. То, что происходило в те времена, действительно поражало воображение. Случалось разное. Верхняя линия обозначает математическое ожидание. Согласно ему, игрок должен был отыграть этот отрезок около нуля по деньгам, а нижняя линия – реальное положение вещей. Такое рано или поздно случается с каждым игроком. ЕВ-линия может на время довольно сильно разойтись с реальным выигрышем в ту или иную сторону. А когда это происходит на высоких ставках, мы увидим такое. Остается только гадать, что чувствует человек, осознающий, что ему не додали неплохую квартиру в Москве за месяц игры. Теперь стало нормой улететь вверх или вниз на несколько десятков тысяч долларов. Конечно, для читателей блога это выглядело весьма сюрреалистично. Хотя, по словам самого Димы, мозг в какой-то момент перестраивается на подсчет в баинах и больших блайндах, и контбет на ривере, величиной в пару тысяч долларов, уже выглядит менее угрожающим. История про часы. В те времена за победу в турнире, в главном годовом турнире серии ВХУП на PokerStars тебе дарили именные часы, где был выгравирован твой никнейм и турнир, который ты выиграл. Как бы путем обсуждения в блоге Фархель договорился продать эти часы на аукционе, потому что среди читателей, потому что самому ему часы были не нужны, а так он пожертвовал бы эти деньги на благотворительность, что в итоге он и сделал. Я помню, что думал поучаствовать в этом аукционе, но, к сожалению, не удалось. И сейчас очень жалею, потому что это был бы реально памятный трофей, который потом, если что, и перепродать можно было бы X10. Тем временем недобор принимал все более устрашающие масштабы. Разница с математическим ожиданием в 400 тысяч долларов вряд ли оставила бы кого-то равнодушным. А вот Дима пишет про одного молодого и перспективного игрока. Что можешь интересного сказать про Трутеллера в плане его игры или еще чего-то? Думаю, что он обладает самым глубоким потенциалом среди русскоязычных игроков и уверен, что именно он станет самым успешным нашим онлайн-игроком к 2015 году. Довольно точное предсказание, учитывая, кем стал Трутеллер впоследствии. Интересно, что Фархель был абсолютно уверен в своих словах уже тогда. Timofey up to no good here. Straight robbery. Just 8 high. В мае 2013 года началась лучшая на тот момент игра в истории онлайн-покера. За столами двух крупнейших румов PokerStars и Full Tilt появился игрок под ником Malaysia. Сперва попробовав свои силы 1 на 1 с лучшими хедзаперами мира, новый игрок уже совсем скоро был замечен за большим количеством столов одновременно на самых высоких ставках. Игра шла между NL40К и NL80К в глубоких стеках. Таким образом, суммы, разыгрываемые в некоторых раздачах, доходили до $500 000. Сложность этих игр изначально была очень недооценена, и туда пытались запрыгнуть все, кто хоть как-то мог наскрести денег и напродавать долей. Но уже спустя пару недель пул участников по факту сократился примерно втрое. Причем предпочли покинуть игры не только очевидные аутсайдеры,
но и некоторые сильные хедзап игроки вместе с голландскими 6-максерами, уничтожающими игры высоких лимитов. В действительности, Малейжа довольно хорошо играл в покер, но относился скорее к категории оффлайн-профессионалов. Поэтому выступал, можно сказать, не в своей тарелке, против лучших профессионалов своей дисциплины. В те времена Фархелли сам подтверждал, что Пол Фуа, а им оказался Малейжа в реальной жизни, довольно неплохо играет в покер. Thanks, Ra. Well, I mean, he might have done his big blind smell the same, but it's click. It's Well, Mateus nodding there. I think if Paul had min raised pre-flop. Какие ощущения, когда ты оказался в позиции на самого большого фиша в истории этих лимитов? Поинтересовались читатели форума. Нервничаешь из-за столь дорогой и глубокой игры? Он не входит даже в топ-10 фишей, с которыми я играл на этих лимитах, ответил наш хайроллер. Скорее, неплохой оффлайн про, который, конечно, является мишенью в онлайне, но деньги дарить не будет. Я нит, у меня нет даже 50% на глубоких столах 400-800. Наверное, эти игры можно считать ключевым событием в истории онлайн-покера. Сейчас объясню, почему я так считаю. Хочется выразить респект, максимальный респект Полу Фуа, который соревновался с сильнейшими игроками мира тех времен. И я считаю, что благодаря именно тем играм и то, что Полу понравился покер, и он реально в него влюбился, мы сейчас имеем великолепную серию Тритон. Как бы промо-таланты, которые там красуются на всех блокатах этой серии, тот же Джангл, Трутейлер, возможно, еще кто-то. Ну, а Фиш 2013, безусловно, впервые поиграли с Полом именно в тех играх. Может быть, даже и вообще покерный бум в Азии стартанул именно благодаря Полу Фуа. Я допускаю такой момент. Игроки из постсоветского пространства тогда по праву считались сильнейшими и показали отличные результаты в тех играх. Перечислю ники для истории. Это, соответственно, Фиш 2013, Фархелли, Трутейлер, Катя и Муха84, он же Pro Like a God на Gypsy Team. У него был даже блог там. В то время еще не было обзоров раздач на YouTube, всяких нарезок, и основным местом, где обсуждали и выкладывали раздачи, была тема на форме 2+2, high-stakes thread, так называемый, который ведется уже много лет и ведется до сих пор. И именно тогда там появилось знаменитое обобщение Red Army, относящееся к нашим парням. Еще долгое время после этих игр Red Army держали лобби и контролировали все дорогие игры на всех возможных площадках. Фархелли максимально выложился тогда, отработав феноменальное количество часов. Это были его Олимпийские игры. И он сделал все для того, чтобы сказать себе: «Я сделал все, что смог». И как это иногда случается, в конечном итоге тебе всегда чуточку везет. До конца 2015 года Фархелли был на самой вершине покерного мира и сражался с сильнейшими. Пожалуй, никто не опишет этот период лучше тех, кто играл за столами с Димой в те времена. Помните того молодого и перспективного игрока, о котором Форх упоминал в 2012 году? С тех пор кое-что изменилось, и Трутейлер полноценно попал в мировую элиту NL6 Max. Интересно, что Фархелли уже тогда был уверен относительно его будущего в покере. И он не прогадал. Спустя годы Трутейлер написал, пожалуй, один из лучших постов в истории Gypsy Team о том, чем все это в итоге закончилось. В конце 2015-го, после победы над Айви, я в очередной раз вернулся поиграть NL. Форму я восстанавливаю обычно быстро, и через пару дней я чувствовал себя как раньше. Несите столов побольше и поглубже. Дима в последние месяцы был в плюсе на много боинов и говорил, что играется легко, пока я еще не знал. После 1000 часов друг против друга нас было сложно удивить. Мы хорошо представляли стратегии второго и имели запланированные, более-менее сбалансированные ответы практически везде. В один из дней я сел с ним и кем-то третьим в 3max. Открыли несколько столов. Начиналось все спокойно, но тут бам! У него оказывается рука в линии сайзинга, которую я вообще не ожидал. И ладно бы я просто словил дипстек. А она еще говорит о том, что глобально стратегия, которую я выбрал на терне в этом споте, совсем не годится. Немного прихожу в себя, включаю полный фокус на следующие минуты, и тут бам! Снова. Приятное чувство начинает заливать меня. Такое не часто бывает, когда проигрываешь 5 боинов со старта сессии. Он сделал это. Ему было важно доказать себе. И он доказал. Через месяц он ушел из покера. Думаю, немногие обозреватели знали. Но когда Фархелли уходил, он был лучшим игроком в мире в NL6 Max. Он знал,
Я знал и уверен, Ред Барон тоже знал.